Всем привет! Сегодня у нас 14 декабря. В 1825 году в этот день состоялось восстание декабристов на Сенатской площади, когда присягу приносили новому будущему, как говорится, императору Николаю Первому. Кстати, знакомы ли вы с историей декабристов? Или вот там, может быть, вы смотрели фильм «Союз спасения», где, значит, это не реклама, потому что мне фильм не понравился. Значит, если знаете ли вы что-то о декабристах, вообще напишите об этом, потому что мы вам тогда расскажем об этом получше. Ну а сегодня мы поговорим об истории Николая Первого, который с этими декабристами и связан. Не будем долго размусоливать, поехали. Николай Павлович Романов родился в 1796 году и был третьим сыном императора Павла I, которого, в общем-то, не особо в России любили. Николай старшим сыном не был, он даже вторым сыном не был, поэтому с самого детства военная карьера. Его там уже в 3 года ему, подарили деревянное ружье, дальше там сабли пошли, мундиры. И вообще, в принципе, все семейство Павла очень любила, как и сам Павел, всякие парады, это все, армия, войска и так далее. Поэтому сразу давай, в общем-то, военная карьера. Историки очень по-разному относятся к Николаю Первому. Я не знаю, как в итоге после ролика к нему будете относиться вы. Можете об этом написать потом в комментариях, если прям будет душевный порыв, потому что у меня к нему свое мнение, я вам в конце его обязательно озвучу. Историки оценивают по-разному, и не только историки, но и современники его, одни говорят, что он, такой добрый, честный, и он за Россию, матушку, стремился, чтобы она была лучше, был порядок и четко, красиво все в стране. Другие говорят, что он такой солдафон, туповатый и, в общем, только наказывать и умел, цензура, все плохо, крестьянский вопрос не решил, и вообще, что он там понимал, в общем, туда-сюда. При этом, военная карьера, если к ней возвращаться, она, в общем, с самого детства Николая увлекала. Его пытались обучать разному языкам, наукам, все равно каким-то образом к образованию тягу привить, но ему было больше интересно именно военное дело. При этом сам он был, в общем, совсем скромным человеком. Он в быту был очень скромным, таким четким, порядочным, даже аскетичным где-то человеком, то есть он потихонечку так неброско себя вел и был достаточно спокойным. Сам по себе Николай был, как отмечается, очень работоспособным, трудолюбивым, и он, когда императором станет, он каждый день будет работать по много-много часов, с 8 утра он уже будет принимать министров, и, в общем, постоянно будет в работе, при этом, он будет, соблюдать, наверное, все нормы, которые он сам же устанавливает, показывая тем самым пример всей державе. Это очень много будет бесить дворян на самом деле, потому что дворяне при Екатерине, потом при Александре, они так будут немного расслаблены, на службе особенно, а Николай такой собрались, служим как надо, все четко по закону, в общем, понятное дело, что его не особо любили. Его, как и его младшего брата Михаила, будут обучать. Сначала нянечки, потом наймут учителя. И, будут его учить языкам, экономике и всем таким моментам самым основным. При этом гуманитарные науки ему, не то чтобы не давались, они ему были неинтересны. Больше технические. Он у нас по одному из прозвищ войдет в историю как император-инженер, потому что именно при нем начнется что-то похожее на промышленный переворот в России. Об этом еще скажем. Когда была война с Наполеоном, на саму войну его не отпустили, но в заграничный поход он пошел. Из одного из походов он вернулся со своей будущей женой. В 1817 году они сыграли свадьбу. Фредерика, Луиза, Шарлотта, Вильгельмина. Принцесса Пруссии, которая в православии стала Александрой Федоровной, очень, прикольно, у тебя такое имя, и ты такой, и сократил. У них брак будет очень удачный, у них будет Александр II, ребенок, будущий император, который, в принципе, был не в курсе, что он будет императором, потому что в 1817 и дальше, пока он родился, никто не планировал, что Николай I вообще будет правителем. Как же так получилось? Александр I, который был его старшим братом, правителем, у него не было детей.
А под конец своего правления ему настолько, в общем-то, устал он, так скажем, от правления, он такой типа: я, наверное, скоро отрекусь от престола. И, говорит, Константин, да, следующий брат, которого учили править, вдруг что, говорит: давай ты. А Константин в Польше, в общем, все это время отдыхал, а Польша такая продвинутая, он говорит: не, братан, слушай, мне здесь хорошо. Вот, я не буду, давай его Коляну дай, пусть Николай, значит, правит. Вот, и Александр, значит, Николаю так удочку закинул, говорит: ну я, может быть, когда-нибудь скоро отрекусь от престола, и тогда ты будешь. Но он такой: ну, типа, окей, вот. При этом, как бы, само завещание, да, Александра, оно как бы никто его никуда не объявил, не проговорил ни с кем. И после смерти Александра все такие: о, Константин. Вот. А потом выяснилось, что Константин как бы до сих пор не хочет править, вот, и пришлось присягать Николаю. И вот этот момент между царствия, так скажем, им как раз пытались воспользоваться декабристы, которые 14 декабря 25 года вышли на Сенатскую площадь и попытались, значит, власть свергнуть. Вот. Но не получилось, войска уже по большей части присягнули Николаю, и в итоге было все подавлено, 5 человек были повешены, остальных отправили в ссылку в Сибирь, и Николай такой типа: ну чё, начинаю править. Первые шаги Николая были достаточно либеральными. Он взял проекты декабристов, он с ними, кстати, беседовал, пытался понять, что же им не нравилось, что они хотели. Правда, мало чего реализовали, естественно, как бы, несмотря на то, что Николай этим интересовался. Он вернул Пушкина из ссылки, он, значит, как бы Жуковского назначил воспитателем Александра II, которого воспитывали как, ну, такого либерального, демократичного правителя. Но главное направление политики Александра, в первую очередь, это укрепление самодержавия, никаких там ограничений власти, о чем пытался мечтать Александр I. И при этом в сочетании попытка улучшить вообще порядки, которые были, значит, в России. Николай был таким очень скрупулезным человеком, и он считал вообще, что все должно быть четко и по закону. Никаких шаг влево, шаг вправо, все точно, как он сказал. При этом орган власти, который назывался собственно его императорского величества канцелярия, по факту позволял Николаю Первому контактировать со всеми другими органами власти, их даже где-то подменять. Почему? Потому что Николай говорил: если я не в курсе, значит все плохо. То есть он был настолько работоспособен, ну и трудолюбив, потому что он считал, что, значит, ну как бы если он не решит, никто не решит. Да, поэтому все, чтобы все знать, надо все пропускать через себя. Все это привело к чему? К росту бюрократии. У нас чиновников огромное количество, рост просто невероятный какое-то количество чиновников, при этом, как бы, да, в первую очередь больше консерватизма, чем каких-то преобразований. Да, лучше как бы ничего не трогать, но закрепить то, что хорошее есть сейчас. Ну, по крайней мере, так считал Николай I. Собственно, его императорское величество канцелярия состояло из нескольких отделений. Самое главное отделение, это было третье отделение, которое возглавлял Бенкендорф, которая занималась, ну, в общем, это была тайная полиция, занималась политическим сыском, были жандармы, которые за порядком следили, и, конечно, огромная цензура, которой подвергалось все, да, то есть, чтобы опубликовали ваше произведение, оно должно было сначала быть изучено. Вот, и против власти, против Николая, не дай бог, что-то вообще будет сказано. При этом первым делом, после декабристов, вот этих всех документов и так далее, Николай подумал логически и такой типа: слушайте, у нас какие-то старые законы больно, а законы на тот момент существовали еще с 17 века. В 1649 году было принято Алексеем Михайловичем соборное уложение, и вот с огромным количеством поправок оно до того времени, до 19 века дожило. Екатерина его пыталась менять, но у нее ничего не получилось. Вот. И Николай такой: надо все-таки что-то наконец-то сделать. Вот. И он позвал из ссылки, значит, Михаила Михайловича Спиранского, которому говорит: парень, давай. Вот. И Спиранский, значит, в 1830-м подготовил полное собрание законов Российской империи, даже тех, которые старые, а в 1933-м собрал законы Российской империи, по которым, в общем-то, жить надо. При этом государственная политика в это время руководствовалась принципом таким достаточно консервативным, который придумал граф Уваров. Это православие, самодержавие, народность, что основа
русского государства держится вот на этих трех моментах. О них мы с вами тоже отдельно поговорим. В любом случае, да, запоминаем: православие, самодержавие и народность. При этом собирались кружки, которые обсуждали, куда же, значит, России идти. Были славянофилы, которые говорили: ну, в общем-то, у нас свой путь, мы Россия, мы там, в общем, Петр Первый плохой, и, в общем, зачем он это все сделал, вот это вот европейские новшества. И были, собственно, западники, которые говорили: нет, Петр красавчик, и вообще, типа, Россия должна как Европа развиваться. И они спорили, у них там, значит, беседы были, вот это все, и как бы Николай такой: ну, спорят, и красавцы, молодцы, типа, а у нас свое православие, значит, самодержавие и народность. При этом Николай I, как мы уже сказали, был императором-инженером, он интересовался всякими техническими новшествами, которые, как бы, правда, не позволили ему сильно развить нашу техническую часть, но Россия стала третьим государством мира, где появилась железная дорога. Железная дорога, которая, значит, потом расширялась, вот, и самое интересный факт, я надеюсь, вы его знаете, что колея наших железных дорог отличается от европейской, что потом сыграет большую роль, кстати говоря, в Великой Отечественной войне. Кроме этого, при Николае была проведена финансовая реформа, где должны были ввести единую систему, значит, измерений. Реформа деревни, реформа Киселева, которая ослабила давление на крестьян. Вообще крестьян как бы теперь нельзя было никуда ссылать, нельзя было их разделять с семьями, и вообще они могли бы землю купить. Вот. Но отменить именно крепостное право Николай боялся, он боялся, что помещики, в общем-то, его... При этом, самое интересное, он как бы говорил: ребята, я знаю, что крепостное право – это плохо, я противник, но надо, чтобы помещики, значит, с крестьянами договорились, я помещикам указывать не могу. Ну, то есть, типа, как он это себе представлял? Помещики такие все: ребята, хотите ли вы быть свободными? И они такие: да, барин, хотим. Ну, то есть, как бы, блин, тут два варианта: либо самому делать, либо крестьяне настолько устанут, что они начнут бунтовать. Вот, в итоге Александр II, его сын, как раз решит, что лучше мы сами отменим крепостное право, тем более, что мы его отменим так, чтобы выгодно было всем, кроме крестьян. Ладно, об этом я не говорил, вот, об этом совсем другая история. Особое место в политике Николая занимало беспокойство о том, что либеральные идеи проникнут в Россию. И, собственно, цензура в том числе была во многом еще и поэтому. То есть он боролся всячески с западным влиянием, он боролся с революциями, в том числе в Европе, там, подавлял восстание в Венгрии, подавлял восстание в Польше. И, в общем-то, Россия, кстати говоря, получила в это время прозвище «Жандарм Европы», что вот, значит, Николай I, без него, значит, никаких вопросов не решить. Но Россия настолько всех начала беспокоить, что назревала проблема. За годы правления Николая было огромное количество войн. Русско-персидская война, русско-турецкая война, подавление восстания в Польше, нападки на Константинополь, подавление восстания в Венгрии. И, в общем, Россия всячески там как бы свои территории охраняла, оберегала, боролась с революциями и все остальное, но дальше возникла проблема, собственно, с той же Турцией. С Турцией проблем у нас исторически, у нас русско-турецких войн огромное количество, и, в общем, как бы очередная война с Турцией. Вообще эта война будет называться Крымской, потому что мы как бы в Крыму там все проиграем, вот. А проблема в чем? Николай I не рассчитывал, что Османской империи будут помогать европейские христианские страны. А Великобритания с Францией возьми, как бы и объединись, еще Сардинию прихватив с собой, против Николая. Но он такой, типа, ну ладно, но у нас есть Пруссия и Австрия, которые нам, если что, помогут. Они такие: стоп, парень, мы как бы типа против этой войны, но тебя поддерживать мы не будем, да? Как говорится, враждебный нейтралитет. Вот, и в итоге Николай I остался один против нескольких, 4, если быть точнее, противников на 3 разных фронтах. И вот если на 3 фронтах как бы мы говорим, то проблема будет только на одном. Это Крым. В результате Крымская война будет проиграна, будут много сражений героических, оборона Севастополя, Синопское морское сражение, значит, и это все будет попыткой хоть как-то изменить ход войны, но в итоге мы проиграем Крымскую войну, лишимся возможностей строить эти крепости, потеряем Черное море, по сути, да, и как бы
значительно усложним себе обстановку в этом регионе, и эта война очень сильно подкосит и здоровье, в том числе Николая, при том, что эту войну будет завершать уже его сын. А Николай при этом будет до последнего бороться, до последнего пытаться выиграть, при том, что у России шансов было очень мало. Во-первых, у нас крепостное право до сих пор, и экономика в том числе, поэтому страдает. Технически везде уже промышленный переворот произошел, да, у нас до сих пор там суденки такие так себе, то есть у нас практически нет промышленной техники, в отличие от Европы. И мы технически очень серьезно отставали, это потом Александр II поймет, начнет военную реформу, но на тот момент мы боролись насколько могли, просто за счет сил своей армии, храбрости, патриотизма и всего остального. В 1855 году Николай заболеет, при этом, несмотря на свою болезнь, он решит принять парад войск, которые уходят на фронт, его там окончательно продует, и болезнь в итоге победит. По итогу, Николай I, если обзорно и быстро о нем говорить, это человек, который, на мой взгляд, я вам обещал свое мнение, человек, который, с одной стороны, может быть, действительно был воспитан слишком так правильно, слишком по-солдатски и просто. С другой стороны, он действительно считал своим долгом служение Родине, и он считал, что, может быть, я мало знаю, может быть, я мало умею, и вообще меня не научили, но я вижу, что Россия должна быть такой. И он четко следовал своим идеалам. У нас монархия, на тот момент мы выбрать никто не мог путь, поэтому он, по крайней мере, делал то, что считал правильным, и от своих идеалов не отставал. И мне кажется, это очень хороший пример, что человек, который что-то заявляет, он именно это и делает, не так, я хочу это, но сделаю ровно наоборот. Николай I в этом плане, может быть, и был простой, может быть, любил наказание, цензуру, был где-то там, как считается, немножечко недалеким человеком, но это все очень условно, плюс он продвигал Россию так, как мог, он считал, что революции – это плохо, он считал, что надо развивать с точки зрения инженерии свое государство, он считал, что крепостное право надо отменять, но пока он не имеет к этому возможности, пытался сделать то, что мог он сам на данный момент, и за это, наверное, его все-таки нужно уважать. В любом случае, делитесь своим мнением, как вы относитесь к Николаю, и еще обязательно поделитесь своими лайками, подписками на канал, на социальные сети, потому что мы скоро представим еще очень много роликов. А пока на этом сегодня все. Учите историю и хорошего дня.